программа «На троих», телеканал RTVI. Я вновь приветствую нашу международную аудиторию. Меня зовут Екатерина Катрикадзе, это Саша Филипенко. Добрый вечер. Здравствуйте. У нас сегодня необычная и очень интересная гостья, общественный деятель, правозащитник Мария Бутина. Мария, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, вечер, что пришли. Я знаю, что это требовало определенной смелости, и важно, что вы не поленились и не остановило вас, в общем, ничего, и вы доехали до нашей студии. Сразу первый главный вопрос. Мы знаем, что вы международная знаменитость. Я долгие годы жила в Америке, и я помню, как о вас говорили в эфире CNN, о вас говорили в эфире российских телеканалов, не знаю, НТВ, Первая Россия, назовите любой. О вас писал Нью-Йорк Таймс, о вас писали все газеты вообще на любом языке. Вас знают все. Вот каково это быть знаменитостью? Да, я не знаю. Я на самом деле не знаю, потому что у меня такое ощущение, что я вернулась совершенно в другую жизнь, потому что в большую часть, я не сказала большую часть, но как минимум 4 месяца своего срока я провела в изоляции. Практически, во-первых, изоляция от любых посещений, от людей. И мои адвокаты, я считаю, приняли очень правильное решение. Особенно на первых порах я не получала никакой информации. Ну, а сейчас вас узнают на улице в России? Да, меня очень много узнают, и люди очень часто просят сделать селфи. И, да, это для меня несколько дико, потому что, еще раз, я не считаю, что я сделала что-то выдающееся. Но если у меня есть возможность сейчас помочь людям, именно являясь, получив такую публичную трибуну, да, для выступлений, то я делаю все, что я могу для того, чтобы помочь тем нашим гражданам, которые на сегодняшний день находятся в тяжелой жизненной ситуации за рубежом. Я бы хотел поговорить о вашем возвращении, о том моменте. Все очень интересно, прям вот пошагово, да? Когда вы летели в самолет, когда вы уже поняли, что вы улетели, вам в самолете говорили, кто вас будет встречать? Вы знали, что Мария Захарова будет в аэропорту? Абсолютно. Мария Захарова, Абсолютно. представитель Министерства иностранных дел. Нет, я не знала ничего. Я помню, что, во-первых, этот день, он достаточно тяжелым был в моей жизни, потому что меня какими-то окольными путями вывозили из тюрьмы. Я так понимаю, там, наверное, журналисты находились. Да, наши в том числе. Возможно, я не знаю. То есть я просто знаю, что меня должны были в одно время забрать непосредственно из отделения, но за мной пришли раньше, там это было под покровом ночи, заперли всю абсолютно тюрьму, то есть никого не выпускали, не запускали, вот, и под покровом ночи меня вывели через какой-то отдельный вход, посадили в машину с агентами по депортации, то есть которые непосредственно занимались процессом транспортирования, так скажем, в аэропорт. И этот был тяжелый день, потому что, во-первых, я не знала, что нового изобретет американская сторона в отношении меня, потому что просто доверия к американской системе правосудия у меня не то, что нет, в Америке правосудия нет. Поэтому для меня это было очень тяжело. Здесь и понимаете, для меня было очень тяжело, что в этот день, весь день меня держали в каких-то подвалах, 4 часа здесь, 4 часа там, вот, не давая мне абсолютно никакой информации, вообще, что со мной происходило, было непонятно. Вот, но в конечном итоге, вот через, опять же, с какого-то там отдельного входа меня завели в самолет, сфотографировали, и агенты по депортации, они даже не переступили порог самолета. И все, я оказалась с маленьким посадочным талоном в самолете. Единственное, о чем я просила, мне обещали, что мне дадут один звонок родителям, чтобы они хотя бы знали, каким рейсом я лечу. Я помню, я увидела тогда сотрудников Аэрофлота, и единственное, что я попросила, пожалуйста, позвоните папе. Вы встречаете Марию Захарову, и после этого вы просто обнялись и разъехались по домам, или был какой-то ужин, вы встречались, разговаривали? Вы знаете, на самом деле, вы говорите, что я встречала Марию Захарову, или Мария Захарова встречала меня. Я лично встречала папу. И поэтому для меня, я очень слабо помню тот день, потому что для меня самым радостным событием в моей жизни было то, что я смогла наконец-то обнять своего отца. И поэтому все остальное для меня было как бы важным моментом, и камеры, и все это, но это были скорее, я не знаю, как в тумане, что ли, потому что я очень скучала. Ну и дальше вы уехали? Мы уехали на Rush Today, на телеканал. И сейчас вы работаете на RT? Да. То есть телеканалом RT, Rush Today, главный редактор Маргарита Симонян, если кто не знает, связана ваша жизнь нынешняя. То есть она вот прям как-то так символично связалась в самый день вашего приземления в московском аэропорту Шереметьево. Несколько до того, на самом деле, потому что дело в том, что вот как только, когда моя ситуация возникла, еще до того, как вот все СМИ начали так активно в ней разбираться, я с большим уважением отношусь к Маргарите Симонян, потому что она была одним
одним из первых людей, который просто взял и перечислил на счет деньги. Вот просто так. Сколько? Это было около $1000. Это ее личные деньги или это деньги телеканала? Понятия не имею. Я просто знаю одно. Я на тот момент сидела в изоляции, мы только открыли сбор средств. И на самом деле очень много людей, просто обычные россияне, жертвовали деньги. Очень многие говорили, что они ко мне сопереживают. Знаете, сколько я сейчас слушаю людей, которые говорят: вы знаете, Мария, за вас так переживали. 100 рублей, 10 рублей. Маргарита просто это сделала. Поэтому для меня это важно. А вы как устроились на работу на RT? Кто вам предлагал эту работу? Можете, пожалуйста, подробно? Да, конечно. Мне позвонили продюсеры и сказали, что у нас есть возможность, у них есть желание со мной сотрудничать, и я как бы человек средств массовой информации недалекий, да, от этого мира, потому что в моей прооружейной активности я неоднократно выступала в прессе. И для меня возможность получить трибуну — это все-таки возможность говорить о тяжелых ситуациях, которые сейчас вот происходят с нашими гражданами. Поэтому я считаю, что если у меня есть трибуна, я должна это использовать, значит, Господь распорядился так, пусть будет И так. ровно так же было с Первым каналом, когда вас приглашали? Абсолютно. 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 Я единственное, единственное, что, о чем я очень сильно просила, и, к счастью, это было соблюдено со стороны телеканалов, я очень просила, чтобы ко мне, я дала вот этот комментарий в аэропорту, я поехала к Соловьеву, я была у Соловьева, была на Первом канале и на Rush Today. Я просто хотела домой уехать, если честно. То есть для меня было важнее всего прилететь в Барнаул, увидеть мою маму, обнять мою бабушку, которых я очень-очень люблю. Я увидела свою сестру, с которой просто мы, на самом деле, она лучшая подруга для меня. И вот, понимаете, вот это для меня было самое главное. Поэтому вот какого-то акцента на телеканалах. Я должна сказать правду о том, что произошло со мной, о том, что происходит в США, еще по одной причине. С одной стороны, из уважения к тем ребятам, наши ребята, которые сейчас находятся в тюрьмах в США и в других странах, да. С другой стороны, по отношению к тем американкам, которые сидели со мной, потому что в американских тюрьмах происходит страшный кошмар, и многие из нас живут в плену стереотипа, думая о том, что в американских тюрьмах лучше, чем в российской деревне. Я это слышала. Это не так. А мы еще поговорим о тюрьмах, и американских, и о российских, если вы не против. В тюрьмах, может быть, вам теперь близка эта тема, и вы будете поддерживать и людей, которые в российских тюрьмах тоже. Я смотрел эфир на Первом канале, и мне очень показалось интересным ваш рассказ об университете, в котором вы учились, и вы рассказали, что американцы, когда вы рассказывали о том, как вы любите Россию, отсаживались от вас, и вам приходилось сидеть одной в университетской аудитории. Это часто повторялось, или это какой-то такой один случай, который так запал? Знаете, когда там получилось так, что вот еще до того, как ко мне пришли с обыском, да, сломали мне мебель, стены и все прочее, до этого момента начали появляться всевозможные публикации таких, достаточно желтых изданиях в американской прессе, где, называли, что вот там у меня какие-то есть связи с НРА, что какие-то деньги, все. И когда меня пригласили, собственно говоря, в комитет по разведке Сената, на что я добровольно пошла, и я принесла им все документы и сказала, что у меня нет ничего, пожалуйста, проверяйте. Но, тем не менее, когда начали появляться вот эти первые, так скажем, всплески в средствах массовой информации американских, ко мне отношение ко мне со стороны студенческой аудитории поменялось радикально. То есть это случилось, отношение к вам поменялось не потому, что вы русская, рандомная, простите мне это слово, а потому что вы Мария Бутина. То есть это было уже на тот момент еще нет. То есть у меня как бы до всех публикаций было какое-то такое, знаете, отношение, как бы мне постоянно говорили, что там, не знаю, я путинский фанат и все прочее. Вот. Я бы очень хотела убирать эти вещи, на самом деле, за скобки, потому что я училась в университете на общих основаниях так же, как и все. Просто, простите, что я вас перебиваю, в эфире Первого канала это не прозвучало так, что это было связано с делом Марии Бутина. В эфире Первого канала это прозвучало как нелюбовь американцев к русским, которые любят Россию. Да. Для этого достаточно просто посмотреть американские СМИ. Кстати, знаете, интересно, что когда... Я там жила, простите, я не ощутила ни разу, что ко мне есть некое отношение. Вам очень повезло. Если вообще-то посмотреть... Опять же, каждая ситуация складывается по-разному, безусловно. То есть кто-то легче адаптируется, да, кто-то принимает эту культуру, кто-то нет. Вот. То есть вы культуру не приняли? Нет, конечно, нет. А культура включает воинствующую русофобию? У меня не было, ко мне была воинствующая русофобия. Я понимаю, то есть культура американская включает... К сожалению, часто, да.
Раз мы заговорили об университете, я хотел спросить, у меня есть тоже диплом Нью-Йоркского Барт-колледжа, правда, у меня не было средств для того, чтобы отправиться учиться в США, поэтому я дистанционно его получил. Это большие деньги для того, чтобы переехать в США, учиться в США. Вам кто-то помогал или у вас были накопления после бизнеса, когда вы решили поехать? Как случилось? Потому что мы понимаем, что учиться в США вдруг это очень дорого. Да, конечно, мне помогали, и у меня было 2 американских спонсора, то есть это американские граждане. Это не бедные люди, которые поддерживали мое обучение там, исходя из того, что они хотят в хороших взаимоотношениях между Россией и США. То есть Почему они выбрали именно вас, чтобы наладить отношения между Россией? Я думаю, что мы были знакомы на почве наших общих консервативных ценностей, прежде всего, конечно, оружейных. А вы не можете назвать имена этих людей? Один из них – это потомок семьи Рокфеллеров. Я это никогда не скрывала. Смотрите, я бы хотела все-таки, если мы начали говорить об университете и о том, как вы оказались в Америке, то давайте уж продолжим эту тему. Я должна нашим зрителям напомнить, если, не знаю, кто-то не в курсе, хотя я сильно сомневаюсь, что кто-то не в курсе, но Мария Бутина – это тот человек, который был обвинен в работе на иностранное государство, в работе иностранным агентом. Вы провели в заключении в Соединенных Штатах 1,5 года, признав себя виновной, если я правильно пересказываю, да, и впоследствии, отбыв свой срок, вернулись в Россию. Это был страшный, дикий скандал, поскольку это еще и происходило, а возможно, потому это и произошло, что на фоне Russiagate развернулась ваша история. Об этом мы еще спросим, но вот смотрите, вы говорите, что вы прибыли в Соединенные Штаты, в первую очередь, в 2016 году, в очередной раз, как студентка. Да. Одновременно с этим из ваших показаний, из документов, которые мы читали, документов дела, следует, что вы признаете, что вы прибыли в Соединенные Штаты для того, чтобы налаживать контакты между странами, и сейчас вы это говорите. Вы хотели налаживать контакты между странами, в этом состояла ваша задача. Вы не могли бы сейчас уточнить все-таки, в чем основная была ваша задача, зачем вы приехали в Соединенные Штаты? Я не знаю, мне никто задачи никакие не ставил. Я в Соединенные Штаты приехала, и это, кстати, 2 вопроса, которые вы внесли, они друг друга, так скажем, это не взаимоисключающие понятия. Так. То есть я очень хотела учиться в Соединенных Штатах, потому что я знаю, что иностранное образование, особенно в Штатах, оно очень качественное. То есть та специальность, на которой я училась, она довольно интересная. Допустим, я изучала по иронии судьбы, вы знаете, как кибербезопасность. И потом мне это тоже вписали в материалы дела, что я, конечно, не знаю, что преступного в том, чтобы поехать и учиться, признавая именно качество американского образования. Я не понимаю, что в этом преступно, но тем не менее. Значит, и желание мое мира между 2 державами, оно, так скажем, тянется с моего детства, потому что просто я думаю, что каждая семья в России, особенно в этот год, поймет, что важность мира вообще, потому что у меня в моей семье есть, естественно, трагическая потеря. Мой дедушка потерял брата и потратил всю свою жизнь, разыскивая могилу неизвестного солдата, где он был похоронен. Поэтому для меня трагедия войны, как и для каждого россиянина, известна не понаслышке. Поэтому я за мир. То есть, прошу прощения, что для вас являлось приоритетом, когда вы приземлились в аэропорту в Соединенных Штатах? Все-таки вот это самое, я даже изменю формулировку, скорректирую ее, оказание влияния на политику Соединенных Штатов, это следует из документов дела, даже не просто налаживание связи, оказание влияния на политику Соединенных Штатов. Или ваша личная карьера, ваша личная учеба? А есть ли вообще разница между нашими личными устремлениями и желаниями мира во всем мире? Хорошо. Я считаю, что нет, потому что я на эту ситуацию смотрю как женщина, да, как будущая мать. Я считаю, что мир очень важен, потому что это наше с вами будущее, это будущее наших детей. У нас осталась буквально минута. Да. Я бы хотела спросить, в чем вас обвинили? В деятельности иностранным агентом. И в чем вы признались? Не совсем так. С чем вы согласились? Окончательное обвинение сказала следующему. С учетом сделки со следствием, обвинение звучало таким образом, что я один из участников заговора с целью работы иностранным агентом. При этом я осталась единственным участником заговора. То есть я сговорилась сама с собой, согласно американской прокуратуре. Я не знаю, с зеркалом, как вот это происходило. А в чем вы признались? Вот в этом. Вот за это мне дали 1,5 года. Почему за то, что я сама, в том, что у меня была, в том, что я могла
бы быть иностранным агентом. Более того, вам скажу, когда вы выносили... Там все-таки работа в качестве иностранного агента... Если бы мне признали работу, мне бы дали 10 лет. Там, где не было работы. Там был заговор с целью деятельности в качестве иностранного агента. Поэтому, что любопытно в этой ситуации, как можно сговориться с самим собой. Ну хорошо, но вы признали себя виновным. Да, безусловно. Я считаю, что тот закон, который существует на сегодняшний день в Соединенных Штатах, он совершенно губителен для гражданской демократии вообще. Но если они считают, что построение мира между двумя державами по своей собственной инициативе при отсутствии каких-либо приказов является деятельностью в качестве иностранного агента, хозяин-барин, США тоталитарное государство. США тоталитарное государство? Да, безусловно. А Россия? Россия не тоталитарное государство. Вы сказали... Кстати говоря, вчерашнее послание это хорошо продемонстрировало. Хорошо, вы в начале нашей беседы, у нас совсем мало времени, но не могу не уточнить. Вы в самом начале беседы сказали, в Российской Федерации, точнее так, в Соединенных Штатах нет справедливого суда. Нам важно понимать, а в России есть справедливый суд? Я не судья для того, чтобы сказать... Но просто вы отстаиваете интерес российских граждан за пределами России. Считаю ли я, что в России суд справедливый? Да, считаю. Я вам даже дам такой пример. Вы знаете, я приехала сюда, когда, вообще, в принципе, ознакомившись со статистикой обвинительных приговоров в Соединенных Штатах, именно выносимых судом присяжных. И поэтому, вообще-то, когда я уехала в Штаты, я выступала за суд присяжных. Поэтому, вернувшись и поняв, что в США 98-99% людей будут обвинены судом присяжных, потому что на это смотрят обычно так. Если против вас вынесли какое-то обвинение, наверное, в чем-то вы хотя бы виноваты, но мы вас тогда признаем виновными. Вам известен это процент оправдательных приговоров в России? Это всего лишь статистика. Я позволю себе закончить. Вот. И когда я вернулась, сначала у меня было ощущение, наверное, суды присяжных это неправильно, потому что, посмотрите, что происходит в США. Но в России суды присяжных должны быть, потому что наши люди на самом деле вдумчивее. И поэтому я думаю, что для реформы российской системы правосудия суды присяжных были бы большим плюсом. Вы немного обобщаете, когда говорите, что наши люди немного мудрее, чем другие люди. Как вы это можете определить? Я с большим уважением отношусь к российским гражданам, и я считаю, что Россия – это вообще на сегодняшний день самая высокодуховная страна по сравнению с... Я много путешествовала по миру. Я вам скажу, что если говорить о глубоких моральных, семейных ценностях, о нашей русской душе, то она здесь есть. Мария, а что вы знаете про закон о семейном насилии? Например? Дело все в том, что в моей деятельности я определенным образом касалась темы насилия. Просто в Америке защищают женщину и защищают детей. Нет, женщину и детей, безусловно, нужно защищать, вопросов нет. Я знаю, что он находится на стадии рассмотрения. Да, Мария, у меня вопрос. В отличие, Катя начала с того, что она очень хорошо вас знает, о вас говорили все телеканалы мира, а со мной случилась такая... Интересно, я себя так хорошо знаю. Я специалист большой по... Понятно. Катя, несколько недель назад, когда мы узнали, что вы придете к нам в гости, Катя сказала, к нам приходит Мария Бутина, и я сказал, окей, класс, кто это? И это связано с тем, что я, к сожалению, не был в России какой-то большой срок времени, и та страна, в которой я был, там не очень вас обсуждали, и я совсем... Мне кажется, Саша Филипенко единственный человек на планете Земля, который не знал ничего о вас. Ровным счетом ничего я не знал, поэтому мне очень интересно знакомиться и сегодня с вами, и все эти недели я знакомился. И, конечно, первое, что я сделал, я полез в Википедию, чтобы узнать, кто такая Мария Бутина. И наткнулся на какие-то... Вы читали свою статью о вас в Википедии? Честно, нет. Нет. Серьезно? Честно, нет. Все же о себе читают всегда первым делом, все гуглят, сами Вы что обо знаете, мне пишут. на самом деле я сейчас настолько занята, и вообще моими жизненными приоритетами сейчас является быть с моей семьей рядом. Потому что, понимаете, человек, который попадает в тюрьму, практически умирает. Это один шаг, когда ты понимаешь, что сейчас может кончиться все. Да, может Поэтому, Да. вы знаете, у меня в Википедии читать мою статью, это, наверное, самое последнее. Я вам расскажу. Теперь я почитаю. Да, там очень много интересного. Понятно, что в Википедии можно написать кто угодно, но это очень быстро правит. Я поддерживаю Википедию, да. считаю, что это очень хороший проект. Несмотря на то, что он американский. Но у нас скоро будет своя Википедия. Я к американцам замечательно отношусь. Я Хорошо. плохо отношусь к правосудию в Америке, это по-другому. Хорошо. И там совершенно удивительные вещи. Например, мне очень понравилось, я заинтересовался этим. Написано то, что вы умеете производить неизгладимое впечатление на мужчин. Например, вы произвели неизгладимое впечатление на Торшина. Я хотел спросить, как это происходило? Согласны ли вы с этой формулировкой?
Знаете, такие Давайте прям... уточним. Да, это сенатор Александр Торшин, да, сенатор, бывший зампред Центробанка России, Да, совершенно правильно. бывший зампред, значит, Совета Федерации. Катя по фактам, я по... Да. Я бы, наверное, сказала, что Сан Порфирич для меня наставник, или я даже бы использовала такой термин, как старший товарищ. Как это сложилось? Он просто к вам проникся неким доверием? Или вы... Вот как это неизгладимое впечатление, которое упоминал сейчас Вы Саша, знаете, наверное, я спрашивала Сан Порфирича об этом, вообще, как получилось. Ну, существует огромное количество людей, да, которые поддерживают разные требования. И почему вот у нас получился вот этот симбиоз, да, и, так скажем, вот наша именно связь на почве общих ценностей, как она сформировалась. Вы знаете, дело все в том, что Сан Порфирич родом с Камчатки. И то есть для него, по его же словам, вот мой приезд в Москву из Барнаула, да, я бы сказала, ну, не такой уж глубокой провинции, все-таки Барнаул большой город, но я выросла в деревне. И для вот это вот, наверное, желание изменить мир, желание и необходимость бороться за свое место под солнцем, наверное, это у нас общее. Насколько я понимаю из вашей биографии, поймите меня правильно, не хочу вас ни в коем случае обидеть, но вот это впечатление неизгладимое, которое вы производите, производится не только на конкретного Торшина, но и некоторых других мужчин, судя по всему, судя по тому, что мы читаем в прессе. И, конечно же, вот эта тема про впечатление сопровождает вас последние годы. Как так выходит? И почему получается так, что каждый раз на каждом этапе вашего рывка на следующий, да, там, на следующую ступень рядом есть какой-то мужчина? Вообще у нас окружает общество людей, там есть женщины и мужчины. Меня очень много женщин окружает тоже. Да? То есть я не думаю, что из этого следуют какие-то выводы Вот Александр подобного Торшин, рода. конкретно он что сделал для вашей карьеры? Например, участвовал ли он в принятии решения о вашем переезде в Америку? Абсолютно нет. Я сказала, между прочим, своей семье, и после моей семьи сказала Торшину, я вообще никому не сказала, что я экзамены сдаю для поступления, потому что, вдруг бы я не поступила. Поэтому это был бы такой момент, поэтому я поступала в несколько университетов, и когда уже я получила, как вы знаете, если вы учились даже заочно, вы знаете, что там примерно в апреле приходит, значит, уведомление о том, принимают вас или нет, и иногда вас принимают с условиями определенными, потому что поступление в американский университет это не просто вопрос наличия денег, тебя просто могут не принять. То есть это нужно пройти очень серьезный конкурс. Поэтому вот в апреле, то есть мне пришло вот извещение о том, что я буду учиться, и тогда я сказала своим родителям, и тогда сказала Сан Порфиричу, что я вот... И у нас есть эта переписка даже в Твиттере, которую приложили к материалу. Просто в Америке, насколько я понимаю, вы подписали согласие с тем, что за вами стоял некий российский чиновник, и это был не Торшин. О том, что... Нет, это был именно Сан Порфирич. Все дело в том, что наши с ним... Он неоднократно вместе со мной приезжал в Соединенные Штаты, мы оба являлись членами Национальной стрелковой ассоциации. Но сейчас я уже не являюсь, потому что меня принудительно исключили. Вот, позорно прислали мне бумагу и сказали, что я больше не член НРА. Но вы только что сказали, что вы сами принимали решение об отправке в Америку и что он не имел к этому отношения. Однако же все-таки, цитирую, Мария Бутина работала по указанию высокопоставленного российского лица. Это цитата из обвинения, предъявленного вам прокуратурой американской. И позже было уточнено, что лицо это господин Торшин, и вы подтверждаете сейчас, что это господин Торшин. Вы не могли бы все-таки тогда уточнить, что было за задание и почему, как вообще формулировалось оно господином Торшиным? Для американской прокуратуры не надо было заданий. Все дело в том, что специфика этого закона подразумевает наличие, как они выражаются, контроля. Сам Порфирич мне не платил никогда, никто мне не платил никогда. Задач передо мной никаких не ставил. Однако, то, что он меня попросил, например, забронировать ему билеты, в американской формулировке, вы с Америкой знакомы немножко, то есть знаете, насколько они внимательно относятся к различным, каждой букве закона. Поэтому напрямую, если ты бронируешь билеты, допустим, человеку просто по его личной просьбе, то вы уже попадаете в статус иноагента. Почему? Потому что Сан Порфирич является работником Центрального банка. И заметьте, даже если он приезжает в Соединенные Штаты по своей личной инициативе, что так и было, за свой личный счет, это никого не интересует. Мы говорим о вашем переезде все-таки в Америку и о том, что вы подтвердили, что вы приехали по его заданию. Можете уточнить, что за задание?
такого в моем согласии нет. Он вам В предлагал указание у дела высокопоставленного российского есть лица. деятельность по указанию. Это Указание. вот наличие покупки билета, наличие того, что он меня попросил, допустим, Работала напиши мне по какую-нибудь... указанию. Ну, вы сами понимаете. То есть вообще, понимаете, о чем вообще шла речь? Вот если так вот без купюр, да, сказать, вообще в чем была суть? То есть ко мне приходят в один прекрасный, замечательный день 12 агентов ФБР, потому что вокруг разворачивается, как вы говорите, Russiagate. Давайте вот честно как говорить, да? То есть разворачивается вот этот вот конфликт. Им нужно найти козла отпущения. Ко мне приходят 12 агентов ФБР в полном, значит, обмундировании, арестовывают меня. И все 52 часа якобы сделки со следствием идет только в одном направлении. Только в одном направлении. В тот момент, когда у меня не находят никакого состава шпионажа, то есть все, ломают мебель, ничего не находят, ничего нет. А что какой со мной можно делать? найти в мебели состав Вы шпионажа? знаете, это не ко мне, это не ко мне. Жучки? Там, это, я не знаю, это не мои штучки. Значит, дальше что получается? Ничего не находят, но я уже сижу. Международный скандал разразился очень серьезный. Что же делать? И тогда начинаются такие мягкие увещевания, такие переговоры о том, что, может быть, Мария, вы боитесь возвращаться домой? Может быть, на вас сейчас, простите за выражение, наедет кровавая гыбня, и они-то точно вам отомстят. А вы за точно страшные... знали, что не наедет? Ну, нет, вы были конечно. уверены? Нет, Откуда нет, у вас конечно. была уверенность, что не наедет? Не, потому что, как вы понимаете, моя страна меня защищала. О чем? О каких наездах вы можете говорить вообще? Такого, это уже эти времена, они давным-давно ушли в прошлое. Вообще-то, чем занимается Федеральная служба безопасности? Ну, так, если совсем без купюр говорить, охраной внутреннего распорядка в России. И вот эти вот перетягивания всяких вот... Причем, какое отношение вообще они имеют к этому вопросу? Но вы же Тем не говорили с менее, ФБР. я продолжу. И ФБР продолжает мне говорить. Говорит, Мария, говорит, хорошо, ладно, вот нет у вас шпионажа, ладно, нет у вас шпионажа, но вы же боитесь возвращаться домой? Я говорю, а березки? Я говорю, у меня там родители. Они говорят, может быть, мы и родителям поможем. Может быть, вы как бы в Америке остаться хотите? И вы представляете, то есть все эти 52 часа меня держат в изоляции, меня раздевают, меня не кормят. То есть вот эта вся вот эта вот история, она идет исключительно для меня, чтобы я приняла американское гражданство. Осталась там. Вам предлагали? Тогда, конечно. Вам предлагали принять американское? Тогда представляете себе, Как вы думаете, что они хотели из вас почему вытянуть? они так Какую хотели? информацию? Кто вы такая для них? Дело даже не в том, какую информацию вытянуть. Представляете, вы дали информацию, Мария? Представляете, как никакой. Представляете, как бы это выглядело в международном информационном поле. Мария Бутина боится возвращаться домой, потому что там на нее, естественно, ее там репрессируют, кроваво и так далее. Вот смотрите, я сейчас с вами. Да, Прошло очень хорошо, 3 что вам месяца. хватило смелости, потому что вы Прошло бы сегодня 3 не месяца. пришли к нам сюда. Я никогда не сомневалась в том, что я приеду домой, и со мной ничего не случится, и я встречу моих родителей, потому что моя страна меня защищает. У меня теперь вопрос по существу, касающийся непосредственной деятельности вашей. Да? Работали по заданию господина Торшина, выполняли его указания, неважно. Но мы абсолютно согласны все втроем, что ваша цель была в том числе налаживание контактов между Россией и Соединенными Штатами, потому что вы за мир во всем мире. Я за мир Вопрос. во всем мире, да. Какова была цель все-таки финальная? Вот вы же понимали, что вы не можете помирить Москву с Вашингтоном прямо сейчас. Как вы собирались хоть какое-то взаимопонимание восстановить между странами? Через каких людей? Как вы это делали? Можете подробно рассказать? И вы сами, то есть мы сейчас понимаем, что Торшин вам ничего не подсказывал, никто вам ничего не подсказывал, это была ваша идея, это была абсолютно когда моя вы отправились инициатива. в Безусловно, США? я с Александром Порфирьевичем на эту тему разговаривала, но это моя инициатива. То есть я считаю... Вы звонили там, не знаю, представителю республиканской партии, говорили, здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я студентка в США, я хочу наладить Я за контакты НРА, за Национальную стрелковую стацию, люблю оружие, давайте встречаться, будем разговаривать о России. Как это было? Можете рассказать? Вы знаете, вот на самом деле то, что вы описали, если грубо, в этом есть рациональное зерно. Да. Знаете почему? Потому что вот в Америке вот этот формат взаимоотношений, когда ты ходишь на различные мероприятия, высказываешь публично свою позицию, там же свобода слова, правильно? То есть ты ходишь, ты высказываешь свою позицию, конечно, есть, конечно. Ты высказываешь свою позицию, ты просто сидеть за это будешь потом, да? Но это другой разговор. Значит, ты ходишь, ты высказываешь свою позицию, ты встречаешься с различными людьми, и ты в моей ситуации совершенно не скрываешь того, что ты любишь свою родину, но
ты считаешь, что Америка замечательная страна, и у нас есть возможность для обмена, у нас есть чему поучиться у них есть чему поучиться у нас и так далее. То есть что такое вообще понятие, вот за что я выступала, собственно говоря? Это вопрос гражданской дипломатии. Это когда ваши взаимоотношения между странами не основаны на просто дружбе лидеров. Ну, знаете, вот когда вот понравится, ну, слушайте, вот такой этот конкурс красоты, да, вот понравится друг другу лидеры, сойдется, не сойдет. Вот это неправильно. Я считаю, что самые главные связи должны быть построены, как, допустим, в Советском Союзе и Соединенных Штатах, когда они строили на студенческих обменах это. То есть вот это должно быть почвой для объединения общих ценностей, общей ценности. То есть ровно за это и платили американцы, которые приглашали вас учиться в университете для того, чтобы появились эти общие ценности? Нет, они не платили за это, они платили за мое образование, потому что видели во мне перспективу, они видели во мне человека, который в состоянии заниматься вот этим вопросом, который в состоянии на хорошем английском языке объяснить и, так скажем, протянуть руку со стороны России не как государства, а со стороны россиянина, как просто гражданина. До какого уровня американской политической элиты вы дошли? Я не думаю, что это на самом деле правильный вопрос, до какого уровня. Ну вот с кем вы, вот из самых высокопоставленных политиков или людей, так называемых decision-makers? Слушайте, я пересекалась с огромным количеством людей на мероприятиях. То есть это всякий раз была случайность, вы приходили на какое-то мероприятие, когда-то случайность, когда-то было какой-то, не знаю, круглый стол, допустим, когда я выступала на каком-то мероприятии. Случайность ли это? Наверное, тоже случайность. Ну вот смотрите, допустим, меня еще очень активно обвиняли в том, что я задавала этот печально известный вопрос Трампу в Лас-Вегасе, когда, значит, он выступал на конференции у либертарианцев. Значит, я действительно была на этой конференции, потому что я очень интересуюсь вопросами криптовалют. Это, кстати говоря, потом стало одним из интересов в моем обучении. Так. То есть я выступала неоднократно по вопросу интернета вещей, как я говорила, кибербезопасности, криптовалюты, потому что я очень увлечена именно вопросами модернизации экономики в будущее и все прочее. Да, я была на этой конференции, и Трамп не был анонсирован в качестве спикера, тем не менее он приехал, и я как-то придерживаюсь активной жизненной позиции, и я встала в очередь так же, как и все, и задала ему вопрос. Это, кстати говоря, был не первый случай, когда Трамп выступал, говорил о том, что он хочет налаживать взаимоотношения с Россией. То есть потом уже сказали, что вот, это было оркестровано, это был самый первый его комментарий. В России, кстати, довольно сложно задать задать просто так случайно вопрос, если приезжает президент. Я не могу об этом судить, я не знаю. Я не могу вам сказать, как это в России. Я ни разу не была на пресс-конференции у президента, поэтому я не была бы... Конечно, у него был бы очень... Какой у вас вопрос? Как вы задали вопрос? Нет, об этом еще рано говорить, надо подумать. Во-первых, смотря какая ситуация будет. У нас, смотрите, какие процессы в России происходят. Да? Тут сейчас послание президента. Я после этого считаю, что весь Запад, в общем-то, говорят, сейчас должен быть в полном шоке, потому что в России действительно есть демократия. И посмотрите, у нас происходит перераспределение власти в пользу парламента. Но в парламент не пускают оппозиционные партии при этом. У нас будут выборы в 2021 году. И вы думаете, что зарегистрируют, например, очевидно, сегодня... Слушайте, я же не регистрирую партии. Как вы думаете, но вас это беспокоит как гражданского активиста? Я считаю, что если партия имеет все основания для регистрации, она должна быть зарегистрирована. Но, насколько я знаю, те партии, которые не были зарегистрированы, имели существенные нарушения. Могу ли я судить, справедливо это, честно и честно? Нет, но существует закон. Закон суров, но это неправда. Ну, вы изучите, если вас будет интересовать российская система, это тоже, наверное, часть вашей публичной общественной деятельности. То есть вы считаете, что по закону не должно быть или как? Нет, я просто знаю, должна быть зарегистрирована, потому что она основания для регистрации были. Нет, я знаю, что были основания для регистрации, и отказ в регистрации не был законным. Вот. Это можно доказать. Формальные причины часто. Я просто не считаю, что нужно быть голословной и говорить, мы же все понимаем. Потому что в Америке, когда я сидела, мне тоже говорили, Мария, вы же, конечно же, вы из России, вы тут за Россию выступаете, мы же все понимаем. По каждому конкретному отказу мы можем долго это обсуждать, естественно, каждый конкретный отказ в регистрации, конечно, не каждый. Наверняка были нарушения, но основные эти громкие политические отказы в регистрации мы можем с вами отдельно после эфира поговорить, я вам представлю все доводы, почему это все-таки вне рамок российского закона. Ну хорошо, просто конкретно маленький вопрос. Вы будете интересоваться именно российскими проблемами? Например, заниматься правозащитой в России? Мы еще про это уточним. Да, безусловно. Вам хотелось бы здесь, в России, тоже что-то менять? Я считаю, что я обязана заниматься вопросами правозащиты, потому что если уж говорить о проведении, если у меня в жизни сложилось так, что мне была дана возможность публичного выступления, выражения своей позиции, я должна ее использовать
идет во Да, благо. последний, самый короткий вопрос, простите, нам, правда, нужно срочно уходить на рекламу. Вы собираетесь защищать россиян там, на Западе, или здесь, в тюрьмах тоже? На сегодняшний день там, на Западе. Ага. На сегодняшний день это профиль моей деятельности. Я все-таки хочу вернуться к сделке со следствием американским. Вы подписали признание, чистосердечное признание, заключили сделку со следствием. Правильно ли я понимаю, что это было вынужденное решение? Ну, здесь нужно понимать несколько вещей. Значит, первое – это каковы были мои перспективы. То есть, вы представляете, я русская девушка. Да или нет? Я русская Вынужденное девушка. решение? Конечно, конечно, вынужденное. Значит ли это, что вы солгали американскому правосудию? Вы считаете, что в Америке нет правосудия, я цитирую вас же, соответственно, подписываете чистосердечное признание, вынужденно, как вы говорите, соответственно, вы солгали американскому следствию. Если вам не нравится их правосудие, то, в принципе, вы уже можете это признать сейчас, сидя в нашей студии в Москве. А я вам сказала, что мне не нравится американское правосудие. Мы с Солгали? этого начали. Нет, конечно, нет. Не солгали. Ну, то есть, когда вы подписывали это признание и признавали, что вы работали, вы вступили в сговор с целью работы иностранным агентом. Знаете, это в русском языке называется так, а теперь это так называется. То есть вот смотрите, вот как можно назвать вещи очень по-разному. Поэтому если ты выступаешь по собственной инициативе за мир, если ты дружишь с человеком, который по стечению обстоятельств оказывается госчиновником, и это является составом преступления, если вы ходите на мероприятие, высказываете свою позицию о том, что вы просто любите страну, в которой вы родились и выросли, где живет ваша семья, если это преступление, да, конечно, в этом призналась. А почему страшно. именно... Вы же, наверное, не единственный человек. Я думаю, что есть Брайтон-Бич, где очень многие люди говорят о том, как они сильно любят Россию, но живут там. Почему именно за вас они взялись? Вы знаете, я думаю, что мне очень сильно не повезло в каком-то смысле, потому что моя история попала под голливудский стереотип вот этих вот, знаете, таких вот из стиля Джеймса Бонда. Про отношения, да, то, о чем мы говорили. Это шаблон. То есть, более того, я ведь никуда не убегала. То есть я находилась в Соединенных Штатах, и мне очень легко было взять, арестовать, придумать про меня вот эти все бредовые истории. А потом посмотрите, и 10 сентября, да, там пару месяцев после моего ареста, еще и судья наложила запрет моим адвокатам высказываться в мою защиту в СМИ. Как вы думаете, сыграло какую-то роль то, что была Анна Чапман и... вы говорите шаблон. Какое отношение я имею к Анне Чапман? Ну, единственное, знаете, на самом деле ФБР меня об этом тоже спросила. Мне тоже вот именно. Да. Я сказала, слушайте, ну, если мы будем тогда всех рыжих русских девушек сажать в тюрьму на 15 лет просто потому, что они похожи друг на друга по, значит, своему гендерному признаку, цвету волос, там, я не знаю, чему еще. Я вот не очень сейчас понимаю вас, простите, вы не хотите, чтобы обобщали рыжих русских девушек, но при этом вы обобщаете всех американцев, которые не настолько духовные, как все русские. В какой момент вы обобщаете, а когда нет? Вы знаете, вопрос духовности – это другой вопрос. Поэтому я очень с большим уважением отношусь к американскому народу, к американцам как к людям. Более того, я вам скажу, что мой лучший друг, который меня поддерживал вообще все это время, который со мной разговаривал каждую ночь, когда я была на изоляции, меня только ночью выпускали на телефон. Господин Эриксон? Разговаривать. Нет, это был Джеймс Бэмфорд, это мой хороший друг. Он со мной разговаривал каждый день. Он американец. Он ни слова по-русски вообще не говорит. Более того, духовный. Абсолютно. Мои оба адвоката, оба американцы, один республиканец, один демократ. И когда встал вопрос, у меня не было денег на защиту, когда встал вопрос, будут ли они дальше продолжать меня защищать, как это называется в английском языке, pro bono, то есть бесплатно. Да. Они сказали да, я спросила, почему. Они говорят, ну потому что нам за нашу страну просто стыдно. Или потому что это хороший кейс. Нет? Я не могу судить о том. Я считаю, что они просто очень высокодуховные. Мария, я хотела уточнить вот по поводу просто Анны, раз уж Саша спросил. Анна Чапман, вы говорите, это стереотип, это шаблон. Вы когда-нибудь видели с ней? Вы знакомы Нет. с ней? А вы видите некий стереотип и шаблон в том, что и она, вернувшись в Россию, устроилась на телевидении, работала, и вы, вернувшись в Россию, устроились на телевидении, работаете? Почему так происходит? Я не знаю, знаете, вообще я вам так скажу. У нас с вами очень сильно есть очень общность одна, да? 100% людей, которые пили воду, умерли. Значит ли это, что у нас есть какой-то заговор в этой ситуации? Я думаю, что вот для того, чтобы притянуть такие вещи за уши, это надо иметь очень богатую, очень больную фантазию. Очень многие люди, следящие за вашей судьбой, писали. Поверьте, вы просто не читаете, вероятно, комментарии в большом количестве в социальных сетях. Так вопрос, вы говорите, вы только что назвали одного из своих друзей. Мы знаем
и весь мир знает о господине Эриксоне, романтических отношениях, которые между вами существовали. Мне бы хотелось уточнить, эти романтические отношения существуют до сих пор? Я думаю, что это не тот вопрос, на который я сегодня хотела бы вам отвечать, потому что вопросы личной жизни должны вообще оставаться за скобками. Они не имеют отношения к этой истории. Ваши с ним отношения, они помогали наладить отношения между двумя странами? Слушайте, любые взаимоотношения с любым человеком, с которым вы встречаетесь, помогают вам в деятельности, которой вы искренне болеете и горите. Поэтому если вы выступаете за мир, любой человек, который появляется в вашем окружении, так или иначе вам в этом помогает. Иначе вы просто не общаетесь, потому что у вас нет общности интересов. Но он является известным политтехнологом. Мы знаем о том, что состоит, по-моему, в республиканской партии. Ведь так? Да. Можете ли вы раскрыть информацию о том, знакомил ли он вас с какими-то людьми, которые, возможно, участвовали в налаживании этих самых отношений? Были ли какие-то контакты благодаря господину Эриксону, которые вам помогли? Вот это, правда, интересно. Ни в коем случае не хотим вдаваться в подробности вашей личной жизни, поймите нас правильно. Он, естественно говоря о господине Эриксоне, он, естественно, разделял мою позицию по дружбе между двумя державами. И таких американцев, как он, на самом деле очень много. Одну из фамилий я вам сегодня называла, это Джордж О'Нил. Это человек, который является потомком семьи Рокфеллеров, который тоже выступал и выступает за мир между двумя державами. У них вообще вся семья этим вопросом занималась очень давно. И, то есть, эта деятельность, кстати, со стороны американцев в сторону России. То есть, его, наверное, тоже надо как-то иностранным агентом признавать. Не очень понимаю. Меня, знаете, я в этой студии, я такой человек, которого расчехляют по четвергам. Я здесь появляюсь и потом отправляюсь дальше писать книжки. И ничего не... Я просто хочу себе представить эту ситуацию, когда два молодой человек, немолодой человек, мужчина и женщина в личной беседе вечером вы сидите и друг с другом говорите о том, как вы хотите наладить контакты между двумя странами. А у вас так не бывает? Нет, у меня так никогда не случалось. У меня случается. Вообще мы все должны участвовать в деятельности общества, потому что так мир становится лучше. Можно назвать вашу работу волонтерской? Не будем делать, конечно, конечно, это и есть волонтерство, безусловно, чистой воды. Возвращаясь к господину Эриксону, мы знаем, и вы, конечно, знаете, что он сейчас находится под судом, он обвиняется в мошенничестве. Насколько это связано с делом вашим? Никак не связано абсолютно. Никак не связано абсолютно. И, к чести сказать, ФБР этого вопроса никогда не ставило. Они друг с другом эти дела не связывали. Есть еще один человек, Нью-Йорк Таймс пишет, я ссылаюсь всегда на СМИ. И вновь хочу, чтобы вы поняли нас не правильно. читайте советских газет, да? Чтобы вы нас правильно поняли. Вы не верите в Нью-Йорк Таймс тоже и в Вашингтон-Пост? Вы не верите? Да, это не вопрос. Верить или не верить можно только в Бога. А все остальное нужно проверять. Так. Ну вот смотрите, я ровно для того сейчас задаю вам вопрос, чтобы проверить. Называется имя Патрик Берн. Нью-Йорк Таймс пишет, что вы встречались в течение 3 лет, и что он является тоже, значит, что у вас с ним были романтические отношения, и он тоже участвовал неким образом в развитии ваших контактов в Соединенных Штатах. Что скажете по этому поводу? Чтобы расставить точки над «и». Ну, во-первых, вопрос моих личных взаимоотношений мы уже вывели за скобки. Совершенно точно. Совершенно точно. Вот. Что касается, вообще-то говоря, с господином Берном я познакомилась именно в Лас-Вегасе, там же, где выступал Трамп. Он является большим сторонником перемен в экономике. Он, так скажем, классический либерал, то есть человек, который выступает за наличие таких перемен, как, допустим, там биткоин, криптовалюты и так далее. Его компания, между прочим, была первая компания в мире, которая приняла к обороту вообще биткоин. То есть именно в финансовых операциях. Ну и он помогал. Я об этом не сказала. У нас с ним очень замечательные взаимоотношения, и я считаю, что он очень высокоинтеллектуальный человек, у него там несколько степеней, в том числе докторских. Поэтому это случайность, что у вас складывается, что вам удается производить неизгладимое впечатление на политику? Это случайность, что-то совпало. Хорошо, скажите, а мне вот еще интересно, Америка, там же, мне кажется, мужчины уже так боятся, когда женщина производит... Это сексистский стереотип. Я и сидела, видите, они так боятся, что меня сажают. Когда женщина производит неизгладимое впечатление, мне кажется, американские политики должны очень осторожно относиться к вам и держать какую-то границу.
Как это У меня с происходило? американскими политиками были исключительно профессиональные взаимоотношения, и обсуждали мы исключительно вопросы, касающиеся мира между двумя державами, больше ничего. Вот вы не могли бы описать, все-таки это очень интересно. Смотрите, вы встречаетесь, например, после неких предварительных переговоров, встречаетесь с американским политиком, например, республиканским сенатором, и говорите о мире между двумя державами. Вы же что-то конкретное предлагаете. Вот, если бы вы могли немножко раскрыть завесу, да, нам очень хочется узнать, как это происходит. Вот как происходит такой лоббизм, если можно такое слово использовать, простите, если no offense, как говорится в Америке. Что вот на этих встречах? И дополняющий вопрос, если вы это делали, мы сейчас понимаем, что вы это делали по собственной воле, и это было волонтерское, а вы не боялись совершить большую ошибку? Вдруг у России совсем другие интересы, вдруг не так нужно вести переговоры с этими людьми? Я же не от имени России выступаю. А вот расскажите, пожалуйста, я же выступаю можно подробно? как российский гражданин, как вообще россиянка, как человек, который выступает за мир, который верит в чем гражданскую вы им дипломатию. интересны, этим большим политикам американским? Зачем им общаться с простой? Я вам скажу так, очень многим людям в Америке у них есть такие же позиции, как и у нас. Они тоже считают, что должен быть мир между двумя державами. Вообще, на самом деле, но я все-таки считаю, что интересны у нас не было ядерной россиян? войны, и поэтому я думаю, что людей, которые выступают за мир, все-таки пока Мария, большинство. но ведь это же логичный вопрос. Почему же вы, как просто россиянка, интересны каким-то американским сенаторам? Что мне не люди, что ли? Нет, понятно, что вы человек. Тут нет, Нет, в они этом, не люди, что ли? И они тоже люди. Но... То есть люди, которые... Но я знаю, например, я пыталась сделать интервью с этими сенаторами неоднократно. Во-первых, первое, это русскоязычный телеканал, даже не российский, американский Сейчас телеканал. сами стереотип думаю, Нет, мы с этого смотрите, начали. нет, мы с этого естественно, начали, мы с этого начали. Смотрите, это не стереотип. Во-первых, там нет никакой русофобии, но когда речь идет о политике, на мой... русскоязычным каналам Но когда не речь дают. заходит о политике, нет, они просто перепроверяют. Смотрите, они очень осторожно относятся к русскоязычным средствам Так массовой все-таки есть информации. русофобия-то. Причем тут русофобия? Там есть RT, после которого довольно сложно общаться с телеканалом, у которого название То есть там начинается на есть, RT. то есть там есть русофобия в отношении RT. Смотрите, никакой русофобии есть. Нет. Есть, Но с есть осторожностью. осторожное отношение к русскоязычным Теперь это средствам так массовой называется. информации. Это так. Но в итоге я брала интервью огромного числа американских политиков. И, естественно, с учетом Russiagate, на мой взгляд, тоже, я соглашусь, знаете, в той части, что несколько преувеличено внимание к русскоязычным средствам Хорошо, массовой информации. по-другому сформулируем. Но Катя завидует. Как вам я удавалось просто пытаюсь понять, знакомиться? да, мне это прям Я стоило интервью не огромных хотела усилий. брать. Но кто вы, Мария Бутина, чтобы сенатор с вами встретился, если вы представляете исключительно саму себя, а не государство? А просто человека так не бывает, что ли? Вот, Нет, не бывает. Я считаю, что так абсолютно бывает. А просто позвонить, а просто по-человечески поговорить. Да, ну, мы допустим, пытаемся. знаете, вот Но попасть... сенатору просто невозможно позвонить. Ты должен сначала позвонить его Слушайте, помощнику. американские граждане могут позвонить просто сенатору и убедить его голосовать за определенный законопроект, а вы не можете. Окей, теперь все равно к вопросу, как это было, не можем. Но ладно, мы с вами жили в разных Америках. Расскажите, пожалуйста, как это происходило? Вы сели с сенатором, он с вами, с гражданкой России Марией, хочет поговорить, обсудить Сидела мир я во в всем тюрьме, мире. не с сенатором точно. Но стояли, значит. Вот расскажите В этом подробно. ничего в этом сложного нет. В Америке это называется, как вы используете английский язык, я тоже буду, называется social networking. Или выстраивание именно социальной, так скажем, социальных связей. То есть вы идете на мероприятие. Более того, в американских университетах вас активно поощряют включаться в общественно-политическую Хорошо, вы жизнь. здороваетесь с сенатором на мероприятии. Здравствуйте, господин сенатор, я Мария Бутина. Да? Кто? Да? И договориться, Russian citizen? безусловно. И дальше вы говорите, что я Так хотела вы бы... знаете, вот представьте, как сильно это... Вот вы сейчас сказали, как к вам с осторожностью относятся. То есть, если Мария Бутина подходит к сенатору и говорит, я Мария Бутина, Просто вы русская даже не- гражданка, Нет, почему? так Вы сразу все в шоке и в представлять восхищении должны. Нет, дальше просто начинают не очень биться в понятно. истерике. Мы понимаем, что вечером дома вы говорили о судьбах мира и хотели как-то наладить отношения между Россией и Америкой. Для того, чтобы это сделать, вы отправлялись на ужины, где знакомились с сенаторами, и просто не очень понятно, что вы делали дальше. Кстати говоря, Как вы, о гражданской дипломатии, скажите, пожалуйста, вот люди, которые добровольцами уходят на фронт, они тоже, наверное, тогда неправильно делают. Вот когда мы говорим о построении мира и о том, что вот вы сейчас пытаетесь такую ветку сделать, что я там дома обсуждала вот эти вопросы, там мироустройство и так далее. Я вообще считаю, что каждый человек, который приносит свою жизнь в жертву общим интересам, за борьбы за интересы мира, я считаю, что он достоин уважения. Поэтому я думаю, что люди, которые добровольцами идут на фронт,
Как? Они же просто участвуют в построении мира. Они просто борются за свою страну. Они Мария, просто защищают свою страну. как Как вы вы разговаривали? боролись? Как вы технически, что вы делали? Я очень за то, чтобы вы все дружили. Это уже Не хорошо. было- Вы я- тут пацифисты, да, это уже хорошо. Я- в этом я мы просто- сходимся. Я технически не понимаю, Против что войны вы все. делали для того, чтобы наладить отношения. Вы подходили к сенатору, говорили: Дальше вы здравствуйте, я встречались, Мария правильно? Бутина. Один на один Что или вы как? предлагали им дальше? Как Как это вы было? собирались Вы объединить сейчас страны? совершенно правильные вопросы задаете. Вот это то же самое, что ФБР как-то пыталась мне дело-то пришить белыми нитками, это понимаете, им тоже не было понятно. Как можно просто подойти к человеку и с ним поговорить? Ну, должна же быть какая-то там Расскажите. секретная тайная рука Кремля. Смотрите, вот сейчас Ну, не нас было её. смотрит Андерсон Купер с CNN, например, и пытается понять, так что было на самом деле? Мы сейчас вам задаем прямой вопрос, у нас есть еще время. Ответьте, что было, вот о чем вы разговаривали? Какие предложения были с вашей стороны? Какие ответы были с их стороны? Можете, пожалуйста, подробно? Это Дайте же была не инсайт. одна встреча, да? Дайте Ну, инсайт. конечно, Давайте, ну, все, инсайт. Я вам сказала, это называется одним словом, двумя словами. Называется словом гражданская дипломатия. Это когда люди, допустим, из различных организаций, допустим, организации права на оружие, допустим, Национальной стрелковой ассоциации, находят внезапно общие интересы, касающиеся, например, прав граждан на самооборону. Почему бы и нет? А можно без «допустим», можно конкретный А какой-то я вам пример? конкретно привела Да. сейчас только что. Вот права граждан на самооборону. То есть то, что право на самооборону, например, такое право, как «Мой дом, моя крепость», то есть ваша возможность защищать себя, свою семью, мы сегодня говорили об этой теме, да, в вашем собственном доме должно быть одним из ваших базовых прав. То есть вот и мы, и американцы с этим вопросом согласны. Вот, пожалуйста, вам общность интересов, вот, пожалуйста, гражданская дипломатия. Можно ли ездить друг к другу на мероприятия, ходить друг к другу в гости? Абсолютно. Что вы Так в этом предлагали? и есть гражданская Дипломатия, дипломатия. Вы, например, поговорили с сенатором, поняли, что у вас одинаковые ценности. Вы за оружие, за вторую поправку, эти господа, соответственно, тоже за вторую поправку, консервативные ценности и прочее. Но ведь разговор в какой-то момент должен выйти на какую-то конкретику. Нет, совершенно нет. Но вы чувствуете, что вы добились успеха на своем поприще? К сожалению, нет. С учетом того, что произошло в моей ситуации, я очень, конечно, разочарована, потому что, знаете, говоря об инсайде, да, на одном из последних моих встреч с ФБР, когда уже ничего с меня получить не удалось, очевидно, и, то есть меня просто дали какие-то дополнительные полгода и выкинули просто из страны с запретом возвращаться навеки, я им сказала одно. Я сказала: понимаете, какую страшную ошибку вы сейчас совершили? О том, что люди теперь, которые просто борются за мир, которые, если вы использовали здесь термин, да, и я тоже, которые просто волонтеры. Представьте, что на сегодняшний день никто больше в Америке в свободу слова не верит. Никто в Америке Именно больше... после вашего дела. Безусловно. Никто в Америке больше просто так за мир выступать не будет. А ведь это было самым основным посылом моей деятельности. Я-то, конечно, да, моя жизнь – это моя жизнь. А теперь люди, которые просто обычные студенты, они же теперь бояться будут. Разве ж это хорошо? Да. Ну и последний вопрос, который мы не можем не задать, потому что наши зрители найдут нас и спросят, почему мы не задали этот вопрос. О ваших отношениях с российскими спецслужбами. Вы сотрудничаете с ними, общаетесь, являетесь ли вы сотрудником российских спецслужб? Безусловно, нет. А Дональд Трамп наш? Слушайте, вот существует версии, что я его избрала. Нет, конечно, Россия никакого участия, никакого вмешательства в выборах, естественно, не принимала абсолютно. Поэтому, знаете, на самом деле вот такие разговоры, если бы была американкой, да, у меня был бы американский паспорт, да, от которого я так отказалась, но, тем не менее, мне было бы очень обидно, если бы мне сказали, что Россия за меня выбрала в Штатах президента. Это ж надо так свою страну не уважать. Хотели бы в Америку вернуться? Или возненавидели уже окончательно? Это и мой вопрос тоже. Нет, я... Вы надеетесь, что вам когда-нибудь разрешат вернуться? Знаете, времена меняются. И я очень надеюсь, что придет к американским многим, к сожалению, гражданам, которые выступали против меня, которые участвовали в моем аресте, в издевательствах надо мной, вот во всех этих пытках, которые на сегодняшний день кошмарят наш российский народ. Я надеюсь, к ним придет разочарование. Я надеюсь, что у них будет возможность раскаяния. И я очень надеюсь, что наши страны все-таки будут друзьями. Но я совершенно уверена, что придется протягивать руку опять нам, потому что в данной ситуации кто умнее, тот и протягивает руку первый, в том числе. Хорошо. И на этой ноте, пожалуй, завершим. Мария Бутина, Саша Филипенко, Екатерина Катрикадзе на троих каждый четверг на RTVI. Не переключайте канал.